Сегодня готовим самый ленивый медовик без раскатки коржей, без весов и даже без миксера. Рецепт максимально простой, быстрый и в то же время не банальный. Берем любую сковороду или кастрюлю и выкладываем туда 4 столовые ложки меда. Подойдет как густой, так и жидкий. К меду добавляем 3-4 столовые ложки сахара и ставим на средний огонь. Кстати, сахар в этом рецепте не обязательный ингредиент. Его можно уменьшить или вообще не добавлять. Но важно помнить, что сахар здесь нужен не только для сладости. Он вместе с медом помогает массе лучше карамелизироваться, дает более насыщенный вкус и цвет. Дожидаемся, пока сахар полностью растворится. Теперь добавляем чайную ложку соды. Масса начнет активно пениться, увеличиваться в объеме и менять цвет. Постоянно помешиваем и продолжаем готовить до насыщенного, красивого карамельного цвета. Обычно на это уходит примерно 1-2 минуты, в зависимости от нагрева. Как только вы добились красивого янтарного цвета, сразу снимаем с плиты. И чтобы смесь не продолжала темнеть от горячей сковороды, переливаем ее в большую миску. Сразу отвечу на самый частый вопрос: можно ли нагревать мед? Да, можно. Как и с любым продуктом, вредно перегревание до горелого состояния. Поэтому мы не жжем мед, а готовим только до красивого янтарного цвета. Теперь добавляем 100 граммов сливочного масла, нарезанного на небольшие кубики. Горячая медовая масса быстро его растопит. Заодно смесь немного остынет, и мы спокойно сможем вводить яйца, не переживая, что они свернутся. Друзья, пишите, какой ваш самый любимый домашний торт. Я, например, очень люблю медовик. Особенно вот такой простой и быстрый. Масло полностью расплавилось. Смесь стала гладкой и блестящей. Добавляем 3 средних яйца комнатной температуры. И хорошо перемешиваем венчиком до полностью однородного состояния. Дальше вводим муку 2-2,5 стакана, но не всю сразу. Сначала добавьте примерно 2, а лучше 1,5 стакана и перемешайте. Ориентируйтесь на консистенцию теста. У меня пошло 2 стакана муки, и этого достаточно. Тесто должно получиться наливным, густым, но не слишком плотным. Оно должно медленно стекать с лопатки. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем. Размер противня зависит от того, какой результат вы хотите получить. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 10-15 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. Готовый корж переворачиваем на решетку и даем полностью остыть. Вот такой он получается пышный и красивый. Займемся кремом. Для крема понадобится примерно 800 граммов густой сметаны. Для взбивания лучше всего подходит сметана жирностью 24-30% и 5-7 столовых ложек сахара или сахарной пудры. Все это нужно взбить до пышного состояния. Если же у вас сметана 20% и ниже, ее лучше не взбивать, а просто перемешать с сахарной пудрой. Или же можно добавить загуститель для сметаны и сливок. Для аромата я добавила 1 чайную ложку ванильного сахара. Все, крем готов. Наш медовый корж полностью остыл. Подравниваем края. Обрезки нам пригодятся чуть позже для красивой медовой крошки. Дальше все зависит только от того, какой вариант медовика вы хотите сделать. Можно собрать классический торт, разрезать большой корж на 2 части, а затем каждую часть еще на 2 слоя. Получится полноценный торт-медовик с нежными пропитанными коржами. Но сегодня я покажу максимально ленивый и очень эффектный вариант. Разрезаем корж на небольшие квадраты. Размер выбирайте сами, ориентируясь на толщину вашего коржа. Кстати, именно для такого варианта лучше всего выпекать тесто на самом большом противне от духовки размером примерно 30 на 40 см.
Получается очень много мягких медовых кубиков, из которых можно собрать большой красивый торт буквально за несколько минут. Дальше все очень просто. Перекладываем кусочки медовика в большую миску с кремом и аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусочек полностью покрылся кремом и потом хорошо пропитался. Перекладываем все в форму, хорошо распределяем и слегка разравниваем сверху. Теперь возвращаемся к обрезкам. Просто измельчаем их в крошку руками или блендером. И посыпаем торт. Сразу появляется тот самый классический вид домашнего медовика. Кстати, на этот торт у меня ушла только половина теста и крема. Я специально не стала делать один огромный торт, потому что хочу показать вам еще один очень интересный вариант подачи. Немного подчищаем края, и уже получается очень красиво. Отправляем торт в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы коржи хорошо пропитались кремом, стали мягкими и буквально таяли во рту. Разрезаем торт. Нежный, влажный, оригинальный и очень ароматный медовик без раскатки коржей и долгой возни. И посмотрите, какая красота получается в разрезе. Из второй половины теста и крема приготовим медовик в миске. Берем глубокую миску и обязательно застилаем ее пищевой пленкой в 2 слоя. Дно и стенки слегка смазываем кремом. Теперь выкладываем кусочки медовика и заполняем пустоты кремом. Можно делать слоями, а можно сразу перемешать все и переложить в миску. Оба варианта отлично работают. Добавляем оставшиеся кусочки, еще немного крема, хорошо распределяем и сверху закрываем пищевой пленкой. И снова все максимально просто. Отправляем торт в холодильник на пару часов для пропитки. После охлаждения раскрываем пленку. Переворачиваем торт на тарелку. Аккуратно снимаем пленку. И посмотрите, какая красивая форма получается. Уже на этом этапе торт выглядит очень аппетитно. Остается только обмазать верх и бока оставшимся кремом и посыпать медовой крошкой. Выбирайте любой вариант, который вам удобнее. Оба получаются очень вкусными, нежными и при этом готовятся буквально за считанные минуты. Без весов, без сложной раскатки и даже без миксера. Получается невероятно нежный, ароматный и очень домашний десерт. Тот самый случай, когда минимум усилий и максимум удовольствия. Если понравилось, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Все, всем пока!